ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината «Азовсталь», где укрывали сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования «Азов», российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон. В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих Вооруженных сил Украины. Напомню, что командование «Азова» перед сдачей в плен публично обращалось к Зеленскому забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольной киевскому режиму территории. Однако никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с комбината «Азовсталь» не поступало. Более того, во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих 4 мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточно для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел. По результатам допросов пленных боевиков «Азова» установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. Цель провокации – обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую репутацию киевского режима и лично Зеленского. Российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината «Азовсталь» тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 4 пункта управления, а также 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 3 пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационная станция и 2 склада боеприпасов Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка Донецкой Народной Республики. Всего в результате ударов в авиацию уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Кобзарцы Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 6 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Макеевка Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Липцы, Большие Проходы Харьковской области, в том числе 1 беспилотный летательный аппарат сбит в районе острова Змеиный. Ракетами, войсками и артиллерией поражено 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей. Уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе украинская батарея реактивной системы залпового огня «Ураган», батарея реактивной системы залпового огня «Град», 2 склада боеприпасов аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники.